Сегодня на завтрак у нас будет мягкий творог с бананом и с молоком. Творог выложу каждому в тарелку, банан порежу, присыплю сахаром, все хорошо перемешаю. Кто любит топленое молоко, тот с топленым молоком, кто не любит, тот обычное молоко. Творог у меня простоквашино 5%. Мне нравится именно он, у него такой мягкий вкус. В сочетании с фруктами особенно приятно. Детям посыпаю сахаром примерно по пол чайной ложки. А себе посыпаю сахзамом 1 мерную ложечку. Банан я уже порезала. Порезала его произвольно. Вы можете порезать любым способом, каким вам нравится. Теперь все хорошо перемешаю и будем кушать. Я уже перемешала бананы с творогом и налила молоко. Мы очень любим этот завтрак, он легкий, в то же время сытный. Сразу десерт. В зависимости от величины банана одна порция получается 250-300 граммов. Приятного аппетита! Курицу я уже выложила в кастрюлю. Сейчас залью ее водой, добавлю черный перец, соль, чеснок, острый перец. Доведу до кипения и буду варить час на медленном огне. Мне последнее время понравилось брать именно такого маленького цыпленка. У меня кастрюля 3,6 литра, и он туда помещается целиком. Я варю бульон, разделяю его на 4 части. Мясо разделяю на 4 части. Из одной части делаю суп, а 3 части замораживаю. И когда мне в следующий раз нужно сварить суп, у меня уже есть готовый бульон. Очень удобно. Добавила еще лавровый лист. Ставлю на 9, пока не закипит. Когда закипит, поставлю на 3 и буду варить в течение часа. Пенку снимать не буду. Я ее никогда не снимаю, потому что бульон всегда процеживаю. Сейчас тоже буду процеживать. Первый бульон не сливаю, второй бульон не делаю, курицу не мою. Всегда варю на первом бульоне и свинину, и говядину, и все-все-все. Пока варится бульон, достала размораживаться слоеное тесто бездрожжевое. Это тесто я пробую первый раз, не знаю, какое оно, вкусное или невкусное. И в форму для хлебопечки засыпала все ингредиенты. Муку, соль, сахар, воду, сухие дрожжи, чеснок и орегано. Замешивать тесто буду в хлебопечке, а выпекать буду в духовке. Нам так больше нравится. Ставлю на режим тесто. И нажимаю старт. Через 1,5 часа тесто будет готово. Пока варится бульон, я подготовила овощи. Почистила и помыла морковь и кабачки. Сейчас их нарежу. Овощи я уже подготовила, порезала кругами. Бульон тоже сварился. Достану курицу, процежу бульон через сито и буду варить овощи в бульоне. Курочку достала. Бульон тоже процеженный. Теперь в этой же кастрюле мыть ее не буду. Налью сюда бульон уже процеженный и буду варить уже овощи. Залила бульоном. Полностью не покрываю. Ставлю вариться. Если будет необходима еще жидкость, долью просто воды, потому что бульон у меня концентрированный. И в конце, тем более, я буду заливать это сливками. Чтобы не получилось сильно жидко, сейчас пока больше жидкости добавлять не буду. Добавила еще немного соли, укроп сушеный, петрушку и орегано. Бульон закипел, варю теперь на минимальном огне на 3. Закипал на 9. Бульон у меня выкипает, я доливаю еще воды, потому что овощи еще не сварились. Овощи приготовились. Добавляю сливки, довожу до кипения и пюрирую блендером. Добавляю плавленый сыр и пюрирую. Овощи я пропюрировала. Получается такой ароматный бархатный крем-суп. Детям очень нравится. Хотела хлеб выпекать в духовке, но он так хорошо поднялся, что даже мне жалко его отсюда вытаскивать, поэтому буду выпекать в хлебопечке. Теперь выбираю режим выпечки. Выпекать ставлю на 40 минут. За 40 минут он должен пропечься уже. Чуть больше сделала, ну пускай будет 41. И на старт. Тесто уже разморозилось. Теперь займусь язычками. Противень я выстелила пергаментом, предварительно смочив его водой, чтобы было удобнее работать. Тесто выкладываю сразу на противень. Никакие дополнительные коврики не использую.
У меня были не квадраты, у меня был пласт теста 500 граммов. Сейчас смажу взбитым яйцом его сверху, разрежу, посыплю сахаром. Яйцом я смазала, теперь посыпаю сахаром. Ну, здесь можно по вкусу, либо меньше, либо больше, как вам больше нравится. Мне нравится, когда побольше. Сахаром я уже посыпала, теперь разрезаю вдоль и делю на язычки. Разделила на язычки предварительно разогретую духовку на 180 градусов на 20 минут. Тем временем я приготовила морковь для второго блюда. Язычки уже пропищали, но 20 минут для них в этой духовке оказалось мало. Я поставила еще на 10 минут, всего будет 30 минут. И в хлебопечке хлеб запекся, но мне хочется более золотистую корочку. Я поставила еще на 40 минут, то есть в совокупности будет час 20. Сейчас морковь порежу и отправлю в сковороду. Язычки готовы. Время смотрите по своей духовке. Главное, чтобы сверху сахар закарамелизовался. Бумага для выпечки Ветта. Ужасная. Никогда в жизни больше не возьму. Брала первый раз, никогда больше не возьму. Надо брать силиконизированную. Зато на язычки это никак не повлияло. Язычки обалденно вкусные, хрустящие и сладкие. Хлебушек уже испекся. Очень горячий, очень хрустящий. Разрежу чуть позже, когда он остынет. Я его обычно сушу на решетке для гриля от микроволновки, чтобы он не потел и не был мокрым. Вот на такой решетке. Морковь я порезала такой соломкой. Теперь буду нарезать куриное филе. Куриное филе я тоже порезала и положила поверх моркови, чтобы пропиталась морковь вся куриным бульоном. Сейчас займусь маринадом. Точнее, не маринадом, а соусом. Для соуса мне нужен соус терияки. Мне очень нравится соус сенсой. В соус я еще добавлю соль, сушеный чеснок, сушеный орегано и острый перец молотый. Я уже добавила все специи и соль, осталось только перемешать хорошенько. Заливаю водой. Теперь этим соусом заливаю курицу. Стараюсь, чтобы везде попало. Долила еще немножко воды и ставлю на максимальный огонь, пока не закипит. Когда закипит, поставлю либо на 5, либо на 3, посмотрю. Обязательно накрываю крышкой. Пока готовится второе блюдо, займусь напитком. Произвольно нарежу лимон. Порезанный лимон выкладываю в графин, добавляю ванильный сахар и сахар. Осталось залить кипятком, хорошо перемешать и остудить. Когда заливаю кипяток, ставлю на прихватку, потому что графин стеклянный, чтобы от разницы температур случайно не треснул. Теперь хорошо перемешиваю. Оставляю остывать при комнатной температуре. Когда остынет, отправлю в холодильник на 1-2 часа. Теперь займусь приготовлением салата. Нарежу огурцы и яблоки. Яблоки и огурцы я покрошила. Теперь добавляю горошек. Для заправки мне нужны соевый соус, подсолнечное масло, соль, черный перец, молотая копченая паприка и сахар. Все оставшиеся ингредиенты я уже добавила. Осталось только хорошенько перемешать. И оставить минут на 10, чтобы все ингредиенты обменялись вкусами. Получается очень легкий и свеженький салат. Очень хорошо подходит к мясу. Здесь у меня уже закипело куриное филе. И я сделала 3. Теперь оно будет тушиться. Когда полностью приготовится, выкипит вся вода, я попробую немножко его зажарить без масла. Теперь открываю крышку и жарю до тех пор, пока не выпарится почти вся жидкость. Хлеб разрезала, пока он еще не остыл. И в середине не получился красивый разрез, но он очень мягкий, очень вкусный, очень воздушный, очень ароматный, чесночно-базиликовый. Рекомендую. Слышите звук? Это выкипает куриное филе. А классический лимонад уже приготовился. Отлично утоляет жажду во время жары. Да и не только во время жары. Отличный напиток в любое время года. Готовится буквально за 5 минут. Можно приготовить с вечера, а утром уже наслаждаться.
Много воды не наливайте. Я налила много, она у меня никак не выкипит. Наконец у меня выкипела вся жидкость. Я люблю такую морковь с куриным филе. Аромат такой очень интересный. Мне нравится. Получается очень сытно и полезно. Итак, вот что у меня сегодня получилось. Сначала был завтрак из банана и мягкого творога. Кабачковый крем-суп. Куриное филе, жареное с морковью в соусе терияки. Язычки. Хлеб с чесноком и базиликом. Салат с яблоком, огурцом и зеленым горошком с заправкой соевого соуса. И классический лимонад.